Дорогие друзья и гости канала, я приветствую вас на моем канале Ангелы Таро. Сегодняшняя тема нашего видео: какого он мнения обо мне, какая я в его глазах. Давайте посмотрим, давайте узнаем, что же он думает о вас. Гадать я буду на двух колодах. Это Золоченое Таро и колода Таро Мира, Таро года. И давайте начнем, как всегда, сигнификация вашего партнера и вас. Представьте своего партнера перед собой, его лицо, глаза, смотрим ему в глаза, да, и пытаемся разобраться в его мыслях, чувствах при помощи Таро. Я буду смотреть через ваши глаза на его подсознание. Давайте сначала определимся, какая женщина сейчас, в данный момент, у меня в гостях. Какая девушка, женщина. Сама дьяволица, дьявол, пришла ко мне сейчас на расклад. Ну, что я могу сказать по этой карте? Это, конечно, женщина непростая. У нее могут, конечно, быть пристрастия, это тоже входит, с которыми она может бороться, может, скажем так, или были они, или сейчас присутствуют. Но здесь девушка непростая, очень активная, сексуальная, может быть в постели, так скажем, очень активная, как дьявол, да, скажем, в постели. Также может быть очень красивая, по-дьявольски красивая, привлекательная. Это просто находка для мужчин. Мужчины такую женщину не пропускают. Но еще раз повторяю, могут быть всякие зависимости, с которыми вы, возможно, боретесь. Это пристрастие к алкоголю. У некоторых проиграется к наркотикам. У некоторых проиграется, легко входит в зависимые отношения. В общем, по итогу красивая, очень привлекательная женщина, но с такими вот недостатками. Ну, у всех у нас есть недостатки свои. Дальше сигнификация Солнце. Очень человек теплый, душевный, добрый. Хотя, конечно, эгоистичный, но, надеюсь, эгоизм в нормальных, здоровых пределах, скажем так, да. Но самая отличительная черта: с вами хорошо. Где вы появляетесь, вы освещаете свое окружение, дарите окружению теплоту, радость, солнечную энергию. Вы как генератор, наполняете пространство теплом и человечностью. Семерка мечей о чем говорит? Непростая девушка, дипломатичная, себе на уме, с хитринкой. Здесь, скажем так, такой микс сплошной. Дьявол, семерка мечей, солнце. Ну, слава богу, здесь присутствует солнце. Но таких людей лучше, скажем так, не сердить. Пока они в хорошем настроении, в хорошем расположении, они очень хорошие, применяют свои навыки и свои черты характера в хорошем русле. Но если вас разозлить, вы, конечно, здесь такое покажете, что мало другим не покажется, скажем так. Поэтому здесь непростой человек, непростая женщина. Паж жезлов. О чем говорит эта карта? Паж жезлов. Эта девушка, женщина активная, подвижная очень. Такие люди обычно поздно стареют. Можно сказать, они до старости остаются молодыми. Создаете впечатление женщины, девушки, которая намного кажется моложе, чем вы. Общительная, активная, возможно, занимаетесь спортом, гимнастикой, умеете красиво говорить. Здесь человек действительно очень интересный должен быть. И последнюю карту, сигнификацию, давайте посмотрим. Карта повешенная говорит о том, что здесь в данный момент человек, скажем, там может проигрывать роль жертвы,
часто, взваливает на себя очень много обязанностей, старается больше всего для других, скажем так, очень долго может терпеть, пока, но если терпение лопается, тогда берегись. Здесь, скажем так, непростая девушка и женщина. В данный момент, скорее всего, просто эта девушка, вы, вернее, в такой ситуации, где вы пока что не можете определиться, многое, скорее всего, в вашей голове, в вашем характере сейчас, в ваших взглядах меняется. Поэтому здесь непростая ситуация. Но, в принципе, так, в общем, картина этой женщины очень интересная. Судя по тому, что здесь действительно человек не глупый, с таким добрым сердцем, может быть, и в то же время есть и такая гибкость, очень гибкая. Об этом говорит две карты, говорят повешенный и паж, семерка мечей. Поэтому здесь я могу сказать, да, вы интересный очень человек. Картина вашего характера здесь очень интересная. На вас выпадают здесь 3 старших аркана. Хоть у вас и сложный характер, но можно сказать, таких людей не очень много. Вы одна из немногих людей. Давайте посмотрим сигнификацию вашего партнера, на которого вы загадываете, кто о вас думает. Кто к нам пришел на гадание? Какой мужчина? Очень резкий человек. Может говорить очень резко, ставить, если что не нравится, может ставить точку сразу, прямолинейность присутствует. Правдивый, может говорить правду, любит прояснять ситуацию, он не будет долго в неведении, он будет всегда прояснять ситуацию, проявляться, может даже несколько рисковато выражать свои чувства и мнения, очень резко может говорить, но в принципе это правдивый человек, с которым сейчас у вас, возможно, поставлена точка. Королева мечей опять говорит о том, что здесь действительно может быть рисковатый человек, хотя у него женские энергии проигрываются, на него выпадает все-таки женская карта, королева мечей. Ну, также человек несколько холодный, логичный, у него аналитический ум, несколько, опять же, рисковатый. Ну, в принципе, эта карта говорит о том, что человек все-таки любит правду. Королева Пентаклей. Какие у него женские энергии? Третья карта и вторая карта говорит о том, что в нем присутствует женские энергии. Знаете, по этой карте я могу сказать, он как хозяюшка. Вот умеет хорошо готовить, скорее всего, да. Может и прибраться дома, и постирать, скажем, не чуждо ему это. Он понимает толк в экономике, может экономить, покупать продукты, ходить по магазинам и так далее. Он не чурается этого. А здесь человек действительно с женскими энергиями. Четвертая карта. Сейчас этот человек находится с разбитым сердцем, что-то действительно в его жизни произошло неприятное, да, впутался куда-то, сам и получил хорошо, поэтому здесь действительно человек не очень в хорошем состоянии сейчас, но обычно такие люди по тройке мечей как бы действительно часто впутываются в треугольники, и сами могут разбивать сердце партнершам. Пятерка кубков. Печальный человек. Действительно, что-то в его жизни сейчас идет не так, как он задумывал. Действительно, есть печаль, есть размышления, он о чем-то думает, он действительно расстроен, он в ожидании находится. Вот такой человек. Тоже несколько такой, знаете,
эгоистичный. Я здесь смотрю карты в колоде, просто просматриваю наугад карты, вижу, так же, как и вы, он тоже перетягивает как бы центр внимания на него. Есть эгоизм тоже, да, но в основном, я говорю, человек здесь, скорее всего, женатый, и у него женские энергии, опять же. Это человек действительно, который может заботиться, проявлять заботу, может хорошо готовиться, еще раз повторяю, повторяется опять карта, но сейчас, как бы говоря, не в ресурсе, ему действительно плохо. Ну вот и подтвердили, и другой колоды подтвердили карты, что в данный момент не очень ему хорошо, разбито сердце, скорее всего, вы ему разбили сердце. Давайте посмотрим. Вы посмотрели, да, мы посмотрели, какая сигнификация на вас, кто вы на самом деле. А теперь мы посмотрим, какого же он мнение о вас, какая вы в его глазах. Добрый человек, если честно сказать, он так вас видел во всяком случае. Добрый человек, но несколько, конечно, можете быть манипулятором, надеюсь, в хорошем смысле слова. Непростая. То, что вы хотите, вы можете добиваться, во всяком случае, так он видел. Тоже, я вижу, здесь вы можете разбивать сердца. Также, когда он вас встретил, скорее всего, вы вышли из треугольника, у вас было разбитое сердце, может быть, кто-то после развода встретился с ним. Но, в принципе, он вас видел в прошлом таким добрым, хорошим человеком с разбитым сердцем. Но непростая вы женщина, все-таки он вас видел манипулятором, умелым человеком, человеком, который то, что хочет, он добивается. Если вы ставите цели, вы добиваетесь. На данный момент что он о вас думает? Какая вы в его глазах? Мягкая, красивая девушка вы должно быть, женственная. По пажу Пентаклей он вас видит человеком, который, возможно, много читает, многим интересуется, учится, постоянно что-то осваивает, не сидит на месте, не стоит на месте. Также Верховная Жрица показывает о том, что он вас видит все-таки тайное какое-то, у вас есть тайное. Может быть, здесь девушки зашли, которые занимаются эзотерикой. Это тоже может здесь проиграться. Он вас видит действительно человеком, который занимается эзотерикой. Но, тем не менее, чем бы вы ни занимались, вы для него остаетесь загадкой, вы для него остаетесь тайной. Он вас не может разгадать, и это здорово. И к тому же вы такая мягкая, интуитивная, вы действительно женственная, красивая, утонченная, у вас хороший вкус, вы следуете моде, возможно, действительно одеваетесь со вкусом. Вот такая вы сейчас, в данный момент, в его глазах. Работоспособная. Здесь девушки действительно могут работать, вкладываться. Здесь могут быть перфекционисты по этой карте, рыцарь Пентаклей, работящие. Что вы не делали, что бы вы ни делали, вы делаете всегда все до конца, скажем, стараетесь до конца все доделать. Здесь девушка, конечно, может быть приезжая из другой страны или из другого города. Также девушка или женщина, которая действительно может легко входить и выходить из отношений. Это он так считает, это он вас видит такой. Понимаете? Сейчас вы можете действительно быть на расстоянии с ним, поэтому здесь он видит все-таки вас, колесничего, женщину, девушку, которая легко входит и выходит из отношений, идет в другие, возможно, отношения. Но, тем не менее, он вас видит все-таки кармической.
Как наказание даже возможно. Верховный страшный суд. Как наказание. Как бумеранг за то, что он что-то сделал, вы прилетели ему. Поэтому здесь непростой вариант, да, вы непростая действительно для него женщина. Недаром на вас, на вашу характеристику выпала карта дьявол. Действительно, что-то такое он вас и видит. Такое представление было и сейчас у него на данный момент. Поэтому здесь действительно хорошая характеристика. Я ничего плохого насчет вас не увидела. И он тоже вас ничего плохого не видит. И последнюю карту все-таки целеустремленная женщина, у которой всегда есть цель, которая идет вперед. Очень замечательный расклад, я бы сказала. Вы прекрасная женщина. Что бы ни было между вами, что бы сейчас ни происходило, да, я все-таки вижу, что мужчина о вас высокого мнения. И сами вы непростая женщина. Да, здесь могут проиграться девушки, женщины, которые семейные, которые имеют детей, мужа. Во всяком случае, это не свободные женщины и девушки. Скорее всего, расклад для таких женщин здесь. Поэтому вот такой расклад у нас получился. Если что, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. На этом я заканчиваю свой расклад. Всего хорошего.